Добрый день. Хотел бы поприветствовать господина Домбровского из Литовского профсоюза Республики Юнгтини профессийного союза на разговор в рамках VEP и рабочий. И первый вопрос, который я хотел бы задать: какое влияние COVID-19 пандемия оказала на общественные услуги и их сотрудников в Литве? Я думаю, что тоже, как и другое, остальное в Европе, то же самое у нас, как и у вас. Трудности, конечно, есть и большие трудности, особенно вот нам, как работникам профсоюза, потому что и собрание, и все это гораздо труднее было проводить. Мы сейчас пробуем войти и через удаленную связь держать, как и с вами, вот тоже через удаленку. Но есть проблемы, но они решаются. Вот мы подписали национальный коллективный договор, National Collective Agreement, в котором тоже мы включили этот вопрос о совместном решать проблему с правительством. Тоже вот как раз у меня коллективный договор, в котором мы тоже приняли на себя обязательство, что помогать в вопросах, особенно объясняя нашим членам о прививках, о других делах, о масках, ношении, это обязательность, что было. Но, конечно, как у нас, так и у вас, есть различные мнения, есть так называемые антиваксеры, которые имеют другое мнение. Мое мнение это совпадает, что нужно все же вместе бороться с этой заразой, как говорится. Но есть проблемы, потому что, как я вот раньше говорил, мы заняты строительством профсоюза, потому что у вас профсоюзы уже сотни лет, а мы вот несколько десяток лет мы с нуля построили большой фундамент профсоюза. Да. Большая работа была сделана, и трудно представить себе, что мы смогли это сделать. Но мы видим еще очень много нужно еще сделать, много работать, чтобы стал профсоюз такой, как в Европе, который есть у вас. Мне вот счастье выпало, что я вот воочию столкнулся с профсоюзной организацией в Дании. Конкретно вот я видел, что еще нужно нам сделать, чтобы этот уровень достичь. Так что мы не можем вот COVID ввести в первый план. Потому что, вы представляете, у нас стройка идет, еще ремонт нужно делать с самого профсоюза. Так что наши первоначальные задания есть, это обучение актива, который очень вырос у нас. Очень много членов новых. И новые нужно, особенно это на местах, смотреть, что там были тоже ячейки профсоюзов в территории, не только мы сейчас вот обосновались только в предприятиях, учреждениях, а нужно все же выйти в территорию, так как есть и у вас. Так, а вот какие COVID внес поправки, так это мы вот в отраслевых коллективных договорах, это вот тоже боремся, чтобы было и нашим членам гарантии при работе с ковидом. И, конечно, это работа очень большая, особенно у нас в здравоохранении, которые есть члены. Это ковид очень сильно возрос объем работы. И очень много дополнительных нужно усилий при работе, когда есть ковид. Так что боремся, так как и у вас, наверное, то же самое. Новые вызовы.
стоит. Да. Но значит, что же тоже, что профсоюзы, в частности ваш профсоюз, были очень важны, но во время пандемии. Ну, конечно, это и нам специфика добавилась в ковиде. Да, конечно, да. Есть. И почему Европейский Союз и государства-члены Европейского Союза должны больше инвестировать в общественные услуги? Что вы думаете? Я думаю, что так как в развитии капитализма, как это обуславливает то, что богатые становятся богаче, бедные беднее, а вот это общественные услуги все, это немножко буфер такой, но не дает так сильно расслояться обществу. И я считаю, что социальный диалог, который тоже развивается, но и общественные услуги, которые дает государство, это обязательно условия, и их нужно расширять. Потому что у нас тоже в Литве есть специфика, что все же у нас и оплата ниже, и работа интенсивнее есть, и вот эти условия тоже, и страхование от болезни, и безработицы, и все это обязательно должно расширяться. Другого пути-то нет, по-моему. И насколько важно поставить общественные услуги в центре политических дебатов на конференции о будущем Европы? Что вы думаете? Я думаю, что это первостепенная задача. Это как и наша, так и государство. Мы должны немножко беспокоить государство, что оно не забыло, что это обязательно условия этого социального мира между группами. Если этого не будет, это будет обостряться ситуация. Так что выхода нет, мы должны это совершенствовать и улучшать. Господин Домбровскас, спасибо большое за этот разговор. Желаю вам всего хорошего в будущем и надеюсь, конечно, что мы увидимся очень скоро. Спасибо. И вам то же самое, что тоже вы будете сильные, нам лучше будет жить. До свидания. До свидания.